Друзья, я вас всех рад приветствовать на канале Твое здоровье. И я автор этого канала Евгений Козлов, практикующий фитотерапевт, нутрициолог и доктор китайской медицины. Сегодня тема нашего видео – продукты, которые полностью восстанавливают работу печени. Почему я решил взять эту тему? Первое видео, которое я выпустил на своем канале, набрало 260 тысяч просмотров, и одним из важных запросов, который постоянно писался вами в комментариях, был примерно таким, что «Евгений, подскажите дальше, как мы можем восстанавливать свою печень и какие продукты употреблять». Исходя из вашего запроса, я взял эту тему, и сегодня мы ее очень подробно раскроем. Также у меня есть второе видео, которое я записал после первого, которое посвящено очищению и восстановлению печени. Его тоже обязательно рекомендую просмотреть. В этом видео я подробно рассказывал, давал схему, как мы можем помочь своей печени, что нужно пить, в какой дозировке, какой курс делать. Этими знаниями я делюсь специально для вас, потому что понимаю, что стандартный поликлинический прием занимает порядка 10-15 минут. И за это время ни один классический доктор, к которому часто обращается обычный человек, не может успеть пациенту дать рекомендации. Поэтому я знаю, вы специально заходите на YouTube, чтобы дополнительно изучить и исследовать ту информацию, которая есть. Поэтому специально для вас я подготовил этот материал, чтобы вы образовывались, чтобы вы больше разбирались, как можно помогать самому себе. Да и я уже длительное время, принимая пациентов, понимаю, что не успеваю консультировать пациентов, потому что очень много и на онлайн-консультацию пациентов приходит, и на очные консультации. Поэтому именно для вас я готовлю эти материалы. Если вы дополнительно хотите исследовать тему здоровья, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я тоже очень много рассказываю всего полезного. Итак, поехали про печень. Я очень часто вспоминаю любимого доктора, на которого постоянно ориентируюсь. Этого доктора зовут Гиппократ, и он постоянно говорил фразу «мы то, что мы едим». Соответственно, если мы будем правильно выстраивать свое питание, то уже с помощью питания мы можем достаточно серьезно помочь своей печени. То есть есть специальные продукты, употребляя которые ваша печень будет очень быстро восстанавливаться. Либо если вы эти продукты просто будете включать в свой рацион, вы будете заниматься профилактикой печени. В одном из видео я рассказывал то, что чисто где мы не мусорим. И это самое первое правило, которое мы должны соблюдать для восстановления работы нашей печени. И уже второе, то, что мы будем делать с вами, это включать специальные продукты. Первый продукт, который вы должны включить в свой рацион, это масло черного тмина. Это масло известно еще со времен арабской медицины, и это масло даже упоминается в Коране. Считается лекарством от всех болезней, и на текущий момент оно исследовано уже научно, уже существует большое количество доказательных медицинских статей, то что масло черного тмина обладает очень сильными гепатопротекторными свойствами, то есть восстанавливает клеточки нашей печени. Это масло обладает желчегонным действием, что так важно тоже для печени, чтобы хорошо оттекала плавная желчь. Это масло обладает антиоксидантным действием, и масло снимает воспаление в печени, если таковое у нас есть. Сыродавленное масло я, конечно же, рекомендую употреблять не всем. Это масло нельзя употреблять тем людям, у которых есть камни в печени. Почему? Потому что это масло обладает желчегонным действием. Если у вас есть камни, то камни могут пойти. Будьте аккуратны. Но если у вас камней в печени нету, то обязательно это масло подключайте к своему рациону. У меня есть один знакомый доктор из Дагестана, который постоянно назначает масло из черного тмина и получает потрясающие результаты. Он сам мусульманин. Он узнал про это масло из Корана и начал его назначать пациентам. Я с этим маслом познакомился порядка 6 лет назад. Мне про него рассказал коллега-фитотерапевт, который занимался лечением печени. И я уже тоже, назначая просто масло черного тмина, вижу постоянно биохимические изменения. То есть, когда пациенты ко мне приходят с повышенными печеночными ферментами, АЛТ, СТ, с повышенным билирубином, уже просто при приеме масла у людей нормализуются анализы. Данное масло я рекомендую принимать натощак по чайной ложке. Рекомендую данное масло принимать хотя бы 2 раза в год курсом не менее 2 месяцев. Это масло горьковатое, и кому будет сложновато данное масло употреблять, можно его употреблять в прикуску с грейпфрутовым соком или апельсиновым соком. Масло само имеет горький вкус. И сам горький вкус тоже очень хорошо стимулирует работу печени. Чуть позже я вам еще расскажу обязательно про горечи, которые
так важны нам для восстановления печени. То есть первый самый важный продукт, который мы должны обязательно подключать как для лечения, так и для профилактики болезней печени, это масло черного тмина. Поверьте, оно очень сильно восстанавливает нашу печень. Оно наравне, пожалуй, с теми лекарствами, которые используют в классической медицине. Поэтому в своих назначениях для лечения своих пациентов я назначаю масло черного тмина. Второй продукт, который очень важно нам подключать для того, чтобы наша печень хорошо работала и хорошо восстанавливалась, это обычные куриные яйца и перепелиные. Для чего? Во-первых, потому что яйца являются источником белка, а для того, чтобы ткань печени могла восстанавливаться, нам нужны аминокислоты и белки. И второе, яйца содержат такой ценный продукт, как лецитин. В одном из своих видео я вам рассказывал про пользу лецитина. Это аминокислота, которая содержится в продуктах, которые мы употребляем, но в яйцах их большое количество. И именно лецитин способствует восстановлению текучести желчи. Чем более текучая у человека желчь, тем быстрее выходят токсины и тем быстрее наша печень будет обновляться. Поэтому рекомендую включить яйца в свой рацион, либо куриные, либо перепелиные. Эти яйца должны быть домашние, поэтому если у вас есть доступ к домашним курочкам, то рекомендую искать именно их. Это тот продукт, который помогает восстановить человеку печень. Особенно это актуально тем людям, у кого диагноз жировой гепатоз, либо есть уже какие-то диффузные изменения. Кстати говоря, про масло черного тмина, это тоже то базовое масло, которое мы должны назначать пациентам при жировом гепатозе, при диффузных изменениях и воспалении в печени, то, что мы называем неинфекционным гепатитом. Третий продукт, который мы обязательно назначаем пациентам, или вы тоже можете включить в свой рацион, это крестоцветные. В одном из своих видео я рассказывал то, что существуют две важных фазы детоксикации печени, когда печень перерабатывает сложные вещества и превращает их в более простые. Это самая главная функция. На приеме мы имеем какие-то сложные токсические вещества, и задача печени перевести вот эти вещества в более простые и уже с желчью вывести их в кишечник. Так вот, на первой фазе детоксикации нам очень нужны крестоцветные. К крестоцветным относятся и капуста, и кейл, и крест-салат, и редис. Это все продукты, которые будут усиливать детоксикационные функции печени. И если мы эти продукты включаем, то наша печень начинает работать намного эффективнее. Поэтому, если вы обращали внимание на рецептуру многих санаториев, многих детоксикационных каких-то заведений, которые занимаются лечением организма, там обязательно есть крестоцветные. Именно для того, чтобы помочь нашей печени перерабатывать токсины. Третий продукт, который мы обязательно должны подключить для восстановления нашей печени, это такой корнеплод, как свекла. Свекла обладает очень сильными гепатопротекторными свойствами. То есть ингредиенты, химические вещества, которые там содержатся, они очень хорошо восстанавливают печеночные клетки. Поэтому здесь у нас есть два варианта. Либо мы ее отвариваем и подключаем либо отдельно, либо добавляем в салаты и кушаем ее каждый день, либо мы из нее делаем сок. То есть мы готовим из нее сок и выпиваем не менее полустакана в день. Тут уже смотрите сами, как нравится, но главное это сделать стабильно каждый день и в течение длительного времени, не менее 2 месяцев. То есть для того, чтобы клеточки печени у нас восстановились, изменились, нужно не менее 2 месяцев всю эту схему делать. Либо это делать, и если вы хотите просто заниматься профилактикой, просто периодически включать там крестоцветные, либо свеклу. Это тоже будет очень сильно работать на восстановлении вашей печени. Многие люди, посмотря мои видео, и я эти комментарии тоже видел, мне писали: да зачем же нам заниматься восстановлением печени, мы же не пьем. И либо вторые вопросы: откуда у нас есть жировой гепатоз печени, мы же не пьем. Дело в том, что мы живем, друзья мои, в очень сильно токсичной среде. Та еда химическая, которая в нас попадает, она вызывает достаточно сильные повреждения печени. Та вода, которая попадает в наш рацион, тот воздух, которым мы дышим. А я знаю то, что большая часть людей, которые меня смотрят, живет в крупных городах. Все то, что попадает внутрь нас, вызывает сильную нагрузку на печень. И поверьте мне, еще 500 лет назад такой нагрузки печени не было, как есть сейчас. Поэтому мы обязательно должны заниматься своей печенью, помогать ее и восстанавливать. Поверьте мне, что ни один доктор, к которому вы придете в поликлинику на прием, про это говорить вам даже не будет. И это уже вашей задачей является
обращать внимание на свою печень и потихонечку ей все время в течение жизни заниматься, потому что именно от нее будет зависеть ваше здоровье, ваше самочувствие. Ведь печень влияет не только на детокс нашего организма, но и напомню, что печень влияет на синтез холестерина, а холестерин является основой синтеза всех половых гормонов. Печень является хранилищем витаминов и микро-макроэлементов. Печень влияет на уровень сахара в нашем организме, поэтому у печени очень много функций, и занимаясь печенью, мы продлеваем срок своей жизни. И занимаясь печенью, мы влияем на качество своей жизни. Поэтому печенью нужно изо дня в день как-то заниматься. Либо делать какие-то месячные курсы и стимулировать работу печеночной ткани. Я уверен, что просмотрев все мои видео, вы темой печени очень сильно заинтересуетесь, вдохновитесь. Я уверен, что я смогу вас вдохновить, и вы тогда будете этому органу уделять очень много внимания. Когда я читал в свое время трактаты из древней китайской медицины, аюрведические трактаты, это медицина Индии, печени всегда уделялось большое внимание. Поэтому и думаю, что вы на эту тему тоже сильно сможете задуматься. Поверьте мне, у меня очень большой лечебный опыт. Я уже принимаю пациентов больше 10 лет и могу сказать, что печень для меня занимает очень большое внимание в организме человека. Следующий продукт, на который я рекомендовал бы обратить внимание для того, чтобы вы продолжали заниматься своей печенью, это сельдерей. Сельдерей я здесь рекомендую добавлять его в виде салата, либо, это моя большая рекомендация, начинать пить сельдереевый сок хотя бы по 1 стакану в день. В сельдереевом соке содержится такая большая концентрация веществ, которая не только восстанавливает работу клеток печени, но и очищает кровь, очищает лимфу, восстанавливает иммунитет и обладает очень сильным противовирусным действием. Если говорить вообще про противовирусные свойства сельдерея, то большая часть пациентов, у которых есть вирус герпеса, у которых герпес появляется постоянно на губе и ниже по телу, герпес начинает уходить. Поэтому сельдереевый сок я обязательно подключаю всем своим пациентам, которые ко мне приходят на консультацию, в протокол восстановления печени. Я рекомендую пить сельдереевый сок утром натощак и делать этот курс хотя бы тоже не менее 2-3 месяцев, либо просто периодически его попивать. Сельдереевый сок – это очень хороший антиоксидант и гепатопротектор. Многим сельдереевый сок настолько сильно заходит, и люди настолько хорошо себя начинают чувствовать, что сельдереевый сок начинают постоянно пить в течение года. Можно ли так делать? Да, конечно, можно. Здесь вы уже прислушиваетесь к своим внутренним ощущениям, наблюдаете за тем, как реагирует ваше тело на прием сельдереевого сока, и уже сможете сами сделать вывод. Конечно же, в продуктовый протокол восстановления печени я не могу не обратить внимание на ягоды. Почему? Дело в том, что ягоды содержат огромное количество витаминов, микро-макроэлементов, антиоксидантов, биофлавоноидов и других веществ, которые будут влиять, во-первых, на детоксикационную функцию печени, и во-вторых, эти вещества будут способствовать восстановлению печени. Напомню что для того, чтобы печень могла выполнять свои детоксикационные свойства, в печени должно быть достаточное количество микроэлементов, макроэлементов, витаминов, и жирорастворимых витаминов, и витаминов группы В, и витамина С. И чтобы ваша печень работала, вот этого всего в организме должно быть много. И это мы можем с вами добирать из ягод. Поэтому протокол восстановления печени всегда должен содержать ягоды. Очень хорошей привычкой здесь будет делать вот что. Все бабушки и дедушки обычно это делают для своих внуков, внучек и детей. Каждый день просто заваривайте морсы и компоты из ягод. В нашей стране ягод продается достаточно большое количество, и многие имеют хорошую привычку ягоды морозить на зиму и делать морсы и компоты. Конечно же, эти морсы и компоты мы будем с вами делать без сахара, потому что сахар – это самый первый враг на пути здоровой печени. Да, не алкоголь, а именно сахар. И многие люди, которые ко мне приходят на приемы, которые не пьют алкоголь, но имеют диагноз жировой гепатоз печени, приобрели этот диагноз не из-за последствий употребления алкоголя, а из-за большого количества быстрых углеводов в своем рационе. Да, именно сахар разрушает печень. То есть те пироженки, мороженки, тортики, мармеладки, большое количество хлеба в рационе, именно это, друзья, будет разрушать нашу печень. И я рекомендую во время лечения печени, во время
употребления таких протоколов сахар полностью убрать. Именно сахар будет вызывать воспаление в сосудах и в печени, и именно он является самым нашим главным врагом. Поэтому я рекомендую вообще это в рацион либо не включать, либо употреблять, но очень мало и дозированно. Тогда вы свою печень максимально сможете сохранить. На работу внутренних органов влияют разные вкусы. И для того, чтобы ваша печень хорошо работала и быстро восстанавливалась, для печени важен такой вкус, как горький вкус, горечи. Именно горечи с точки зрения традиционной китайской медицины способствует восстановлению клеток печени. Поэтому мы постоянно должны свой рацион обогащать такими продуктами. Что же будет относиться к горечам? Это и горчица, это и такой салат, как кейл, это и редис, это и такая специя, как гвоздика, это и лимон, да, он тоже относится к горечам. Это и кориандр, и имбирь. То есть обязательно добавляйте вот эти горечи в свой рацион, и тогда за счет самого вкуса печень тоже будет восстанавливаться. Рекомендую на это обратить внимание, это мы тоже все время используем в протокольном лечении своих пациентов. Конечно же, дорогие друзья, не могу рассказать про свою любимую специю, про куркуму. И относительно недавно я про свою любимую куркуму делал большое видео. Рекомендую с этим видео ознакомиться. Я сам куркуму пью практически каждый день. И куркума тоже является очень сильным растением, очень сильной специей, которая восстанавливает клетки печени. Почему? Внимательные мои слушатели помнят, что куркума, во-первых, обладает противовоспалительным действием, соответственно, снимает воспаление в печени. И куркума обладает очень сильным гепатопротекторным действием, то есть восстанавливает клетки печени. И если вы хотите поддержать работу своей печени, то обязательно заваривайте куркуму. В данном случае я завариваю порошок из корня куркумы и чувствую все положительные эффекты данной специи. Я целое видео посвятил моей любимой специи, рекомендую с ней ознакомиться и получать все прелести и позитивные эффекты данного растения. Конечно же, самое важное в лечении любой болезни – это правильный составленный рацион, это правильное питание, это здоровое питание. И специально для этого я составил меню для своих пациентов и для людей, которые увлекаются и занимаются здоровым образом жизни, которое смогло бы полностью восстановить здоровье внутренних органов. И здоровье печени, конечно же, и здоровье кишечника, и здоровье лимфатической системы. Это меню я сделал на 62 страницы, то есть оно очень большое, где я полностью составил определенные завтраки, определенные обеды, ужины, перекусы, специальные детоксикационные напитки, которые будут полностью восстанавливать работу всех внутренних органов и систем. Это меню будет также актуально тем людям, которые хотят себе восстановить печень. Поэтому, если вы хотите себе восстановить работу печени, если вы хотите избавиться от отеков, от прыщей, от лишней жидкости в организме, если вы хотите полностью омолодить свою кожу и начать себя хорошо чувствовать, то ссылочку на меню я прикладываю внизу к видео в описании. Для того, чтобы пройти в описание, нужно внизу нажать кнопочку «Еще». Там это меню лежит для всех желающих. Этим меню воспользуется уже огромное количество людей и получают с этого меню очень много оздоровительных эффектов. У кого-то кожа очищается, у кого-то уходят отеки, кто-то просто начинает хорошо себя чувствовать. На основе этого меню можно как и полностью составлять свой рацион, либо добавлять определенные оздоровительные блюда, которые я составил сам для своих пациентов, чтобы улучшать и оздоравливать свой рацион, потому что без питания, без смены рациона мы не сможем вылечить ни одну болезнь, ни одну патологию. Поэтому составление грамотного меню, грамотного рациона – это то, с чего должно начинаться оздоровление и лечение любого заболевания. И, конечно же, я хотел дать еще дополнительные рекомендации, что нужно не делать для того, чтобы восстановить работу печени, что нужно убрать. Во время восстановления работы печени мы первое обязательно убираем такие продукты, как алкоголь, потому что алкоголь является сильнейшим ядом и сильнейшим токсином, который разрушает нашу печень. И второе очень важное условие – мы не едим на ночь. То есть если вы занимаетесь своей печенью, на ночь мы не едим. Я имею в виду после 20:00. Почему? Потому что все, что мы съели после 8 вечера, уже не переваривается. И вот эта непереваренная еда начинает гнить и бродить в нашем кишечнике, все это всасывается мгновенно в нашу кровь, и все эти токсины начинают фильтроваться через нашу печень. Конечно же, это очень сильно отягощает работу нашей печени,
и она от этого начинает хуже работать. Поэтому обязательно, если вы хотите наладить работу своей печени, не ешьте на ночь. И третье правило, которое мы тоже должны обычно подключить, это пить достаточное количество воды, не менее 1,5 литров в день. Почему? Потому что большая часть пациентов, которые записываются ко мне на консультацию, воды не допивает. И если вы хотите, чтобы ваша печень восстановилась, обязательно соблюдаем протокольный водно-питьевой режим. Пьем не менее 1,5 литров тепло-горячей воды. И если вы все рекомендации, которые я вам дал, будете соблюдать, я уверен, ваша печень восстановится, придет в норму, и вы начнете себя чувствовать очень хорошо. Ведь в китайской медицине и аюрведической медицине печень ставится на пьедестал всех внутренних органов. Восстанови печень, и восстановится твой организм. Друзья, благодарю вас за то, что вы комментируете мои видео, за то, что ставите лайки. За месяц существования канала, этот канал уже имеет 20 тысяч подписчиков, и это ваша обратная связь на ту пользу, которую я стараюсь вам через видео дать. Поэтому обязательно и на это видео ставьте лайки, подписывайтесь на меня и пишите в комментариях, что вам в будущем было бы интересно услышать, какие темы вам было бы интересно разобрать. Будем с вами на связи. Я тему печени еще с вами обязательно продолжу, поскольку было очень много запросов. С вами не прощаемся, увидимся в следующем видео. Пока-пока.